Привет! Путин не скрывает, что Россия будет воевать ровно столько, сколько он будет находиться у власти. Он озвучил угрозы Украине, Молдове, Западу и пытается сформировать у россиян ощущение осажденной крепости, внушить, что вокруг враги и недоброжелатели. Следовательно, в отношении стран СНГ и ОДКБ Путин будет реализовывать курс агрессивной, экспансионистской политики, так как ему надо дополнительные человеческие ресурсы для войны, а территория постсоветского пространства интересует Путина в первую очередь. С высокой долей вероятности Кремль будет создавать новые горячие точки на постсоветском пространстве, в первую очередь в Молдове, Приднестровье, Армения, Карабах, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, район компактного проживания этнических русских в Карагандинской области, Беларуси, под предлогом отражения мнимой агрессии со стороны Запада и НАТО. Ни одна страна бывшего СССР не может чувствовать себя в безопасности. Путин возрождает территориальную экспансию даже не по советскому, а по имперскому образцу с последующим включением аннексированной территории в состав РФ, как мы это видим на примере Украины. И если попробовать дать аналитическую оценку деятельности РФ, в частности угрозы странам ОДКБ, то простыми словами до вас пока очередь не дошла. Екатерине Дунцовой отказали в регистрации кандидатом в президенты. Решение приняла Центральная избирательная комиссия. Представители ЦИК на заседании заявили, что нашли более 100 ошибок в документах на выдвижение. Среди прочего, протокол о проведении собрания инициативной группы кандидата якобы не был заверен, и его изготовили уже после самого собрания, что мешает установить численность группы. Также нотариус, по данным комиссии, неверно указал номер паспорта организатора собрания. Хочется отметить, что Екатерина отделалась по-легкому. Тяжелее бы проходило отравление фторфосфорорганическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия «Новичок». А 8 декабря тот самый Путин, неожиданно в кавычках, для всех объявил о том, что еще раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Этому процессу добавили особого пафоса. Так называемый представитель парламента оккупированной части Донецкой области Артем Жога лично попросил Путина стать кандидатом в президенты на предстоящих выборах. По словам Жоги, таким образом он выразил желание народа Донбасса. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года, однако ни о какой законности таких выборов не может идти и речи. Ведь ЦИК России 11 декабря заявила, что голосование состоится в так называемых новых регионах, то есть на оккупированных российской армией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Ранее Россия решила привлечь оккупированные регионы и к региональным выборам, которые состоялись в сентябре 2023 года. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что голосование за президента России на оккупированных территориях Украины не будет ни свободным, ни честным. Российские власти заблаговременно озаботились созданием правильных результатов выборов, поскольку они хотят создать впечатление легитимности вторжения России. В связи с этим оккупационная российская администрация будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев путем создания атмосферы насилия и террора, чтобы обеспечить победу Путина в регионах со значительным преимуществом. Следовательно, санкции международной изоляции РФ являются закономерным решением в ответ на злодеяния Кремля. Заявление Путина и окружающая реальность отличается как спектры цветов черное и белое. В этом контексте очень забавны все его тезисы, озвученные на прямой линии. Путин заявил, что цели СВО не изменились. В реальности Путин планирует затяжную войну, в которую будет стремиться вовлечь союзников по ОДКБ. Он никогда не считал и не считает Беларусь, Казахстан или Таджикистан самостоятельными странами. Они нужны ему только как источник пушечного мяса и пограничные области, необходимые для содержания армии империи. Как это, собственно, уже было в начале войны, когда белорусская экономика и инфраструктура работала на обслуживание российского военного контингента, который дислоцировался и совершил агрессию с территории Беларуси.
Путин заявил, что внешняя политика США имперская. В реальности, таким образом, Путин стремится заклеймить всех и каждого, кто сотрудничает с Вашингтоном из его, в кавычках, зоны влияния. Под именно таким предлогом мнимой защиты от США и НАТО Путин вполне может предпринять вторжение в любую страну ДКБ или СНГ по аналогии с вторжением в Украину. Хотя о чем это я? Когда ему нужны были предлоги? Путин заявил, что НАТО лезет в Азию, где ему не место. В реальности Россия совместно с Китаем стремится поставить под контроль всю Азию, где Средняя Азия и Казахстан окажутся под серьезным влиянием Кремля. Учитывая бессрочную войну, начатую Путиным, для стран УДКБ в перспективе со временем это может обернуться угрозой принудительного участия в зоне боевых действий. Путин назвал уровень сотрудничества между РФ и КНР беспрецедентным. В реальности налицо попытка создать российско-китайский геополитический союз, который начнет политическую и экономическую экспансию в Казахстане, Средней Азии и на постсоветском пространстве в целом. Кремль хочет получить контроль над недрами региона. Ради этого он готов сделать постсоветские страны марионетками. Путин заявил, что не существует правил миропорядка, они меняются в зависимости от политической конъюнктуры. В реальности это откровенное посягательство на территориальную целостность сопредельных с РФ стран в истошной попытке передела мира. Под угрозой не только Украина, но и Молдова, Казахстан, Беларусь, Грузия, Армения, то есть страны, где есть российские интересы и русскоговорящее население. Путин назвал Одессу русским городом. В реальности это сигнал к продолжению российской территориальной экспансии, которая в любой удобный для Путина момент может выйти за пределы Украины. Россия стала первой в 21 веке страной, которая отторгла земли суверенного государства. И Путин манифестирует, что подобная тенденция будет продолжаться столько, сколько он будет находиться у власти. Путин унизил Молдову. Российская пропаганда с завидной регулярностью муссирует тему Молдовы везде, где только можно. С учетом нерешенности проблемы Приднестровья, для официального Кишинева очевидно, что Молдова может стать следующей после Украины целью для Кремля. Тем более, что данная страна не находится в НАТО и имеет русскоговорящее население. Эта угроза актуальна практически для всех сопредельных с РФ стран на постсоветском пространстве. Путин заявил, что без суверенитета РФ не может существовать. В реальности ни одна страна не претендовала на суверенитет России, только, видимо, под суверенитетом больное воображение Путина подразумевает восстановление контроля РФ над территориями, которые входили в состав СССР. Это очередное подтверждение планов Путина продолжать бессрочную войну, пламя которой распространится на другие постсоветские страны. Несмотря на попытки Орбана нанести ущерб евроинтеграционному процессу, 14 декабря на саммите ЕС европейские лидеры согласовали начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Такое же решение принято и по Молдове. До непосредственного начала переговоров Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, включая те, которые она указала в ноябрьском отчете о расширении. Украина формально выполнила почти все рекомендации, в частности, усовершенствование закона о нацменьшинствах и усиление институциональной способности антикоррупционных органов, кроме урегулирования лоббистской деятельности. Впрочем, премьер Венгрии Орбан продолжает шантажировать ЕС блокированием решений, необходимых для вступления Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что он согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс. Еще одним камнем преткновения является Австрия, лоббирующая первоочередное вступление Боснии и Герцеговины. В таких условиях, на фоне небыстрого движения Западных Балкан в ЕС, евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы может затянуться. Несмотря на вмешательство российских агентов, решение принято. Россия планирует проводить выборы на оккупированных территориях и уверяет, что для голосования не нужен паспорт. Объявив о проведении выборов президента России на оккупированных территориях Украины,
Украины, Россия нарушила нормы и принципы международного права. Таким образом, агрессор легитимизирует захват новых территорий. Оккупационная администрация будет фальсифицировать результаты выборов и запугивать украинцев. Это нужно для того, чтобы обеспечить победу Путина в так называемых новых регионах РФ со значительным преимуществом. Всем очевидно, что оккупанты будут нарушать права человека и оказывать давление на местное население. Международное сообщество должно отреагировать на очередной произвол со стороны России. Для такого соседа много санкций не бывает. Дополнительные ограничения и полная международная изоляция станут логичным шагом в ответ на действия государства-агрессора. Гаага для российских военных преступников неизбежна. 19 декабря текущего года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обнародовал обработанные и обобщенные данные о том, что на оккупированных войсками РФ территориях Украины зафиксировано более 100 смертных казней мирных жителей, а также пытки и жестокое обращение с задержанными. В частности, согласно обнародованной информации, ООН известно о 142 случаях внесудебных казней мирных жителей, начиная с февраля 2022 года на территориях, оккупированных Российской Федерацией. Также на оккупированных территориях были задокументированы многочисленные факты широкомасштабных пыток и жестокого обращения с задержанными, включая сексуальное насилие, а также большое количество исчезновений мирных жителей. При этом управлением ООН также подтверждено более 10 тысяч смертей среди гражданского населения Украины, начиная с февраля 2022 года, среди которых более 560 детей, а количество раненых составляет 18 500 мирных жителей, причем у многих ранения носят очень серьезный характер. Следует отметить, что это только официально задокументированные случаи. Реальное количество жертв значительно выше, ведь Россия не предоставляет никаких данных о судьбе находящихся в оккупации украинцев. Гражданское население Украины, находящееся на оккупированных территориях, не имеет никаких прав, что позволяет оккупантам безнаказанно совершать в отношении них какие-либо преступления. После победы над РФ все причастные к таким действиям российские военные преступники окажутся на скамье подсудимых в Международном суде в Гааге и получат заслуженное наказание. Друзья, если вам мало меня один раз в неделю, переходите на мой второй канал Хатки. Я вас там жду и не по пояс, а в полный рост. Уже хуже не засрем. А что вот это такое? Я прирожденная домохозяйка. Home sweet home, что обозначает: приходите в мой дом, мои двери открыты. Тут красиво, тут красиво, тут красиво, тут красиво и тут красиво. И тут, как сами понимаете, красиво. Нравится.